Меня в прошлом году пытались купить задним числом. Купить весь стрит-арт, который сделан по городу. Сделать так, что как будто бы я всегда работал с их разрешения. Им уже очень неудобно, что они не имеют ни малейшего отношения к этой сотне работ по городу. Ни разу на это не давали ни деньги, ни разрешения, ничего. Иногда я должен выставляться, чтобы не стоять на месте, чтобы видеть реакцию, чтобы иметь возможность что-то продать, чтобы была возможность рисовать на той же улице, и просто жить. Стрит-арт, то, что я делаю, он, в принципе, доступен просто для людей, которые никогда не были в галереях и не собираются туда идти. Но они натыкаются на мою работу, и начинается какой-то процесс мыслительный, потому что я всегда оставляю какие-то надписи, которые, в общем-то, призывают подумать. Это главная, собственно, штука, ради чего я делаю свои картинки. Не для того, чтобы сделать город красивее. Вообще, то, что я делаю, сложно даже назвать красивым. Тут уже должно быть сильно расширенное представление о красоте, чтобы увидеть красоту в том, что я делаю. Потому что, меня часто ругают, особенно пожилые какие-то люди, а почему оно не веселое? А вот ты что, не можешь детей улыбающихся нарисовать? Или цветочки? Или радугу? В теории, конечно, могу, но просто я не собираюсь этого делать. Я пытаюсь заставить людей думать, и иногда это получается. В прошлом году был очень интересный опыт. Я выставлялся в частных галереях в Полтаве, в Джампе, и галерея «Масло» в Хмельницком. И я был просто потрясен уровнем галереи. То есть маленький город, в котором вообще ничего, визуально ничего не происходит. Я не знаю, конечно, всех подробностей, может, бурлит жизнь, но так снаружи ты просто приезжаешь, ничего, да? И тут ты попадаешь в охренительную совершенно галерею, ты понимаешь, что это, в общем-то, европейского уровня галерея, потому что, в Европе я много видел галерей, да? И подход, менталитет, все, и ты знакомишься с хозяевами, потому что ты приехал с персональной выставкой в эту галерею, договорились, все, и ты приезжаешь вешать свои картины, послезавтра открытие, и знакомишься с хозяином, спрашиваешь, а как? Это же не приносит, денег, понятно, в этом городе это не может приносить денег. Человек говорит, да я и так зарабатываю, просто я хочу что-то поменять, и я это мой вклад в город. И это очень важная штука. Это, для меня, просто когда ты сам начинаешь что-то делать для города, как-то рано или поздно ты начинаешь знакомиться с другими людьми, которые с таким же восприятием, которые тоже сами что-то пытаются поменять, которые ничего не ждут от правительства, от мэрии, а ждать-то, собственно, нечего. Чем меня в свое время обезопасил Геннадий Адольфович, когда ряд моих работ и моих друзей закрасили, это было как раз в 2014 году весной, то есть начинается война, коммунальщики идут и закрашивают стрит-арт, просто потрясающе, какое-то просто дошло до абсурда. Геннадий Адольфович собрал всех и сказал, что ай-яй-яй, какого хрена. Мы в это не вкладываем бабки, это появляется, людям это нравится, а вы, дебилы, это закрашиваете. Нельзя это закрашивать. Десяток писсуаров, большую часть из них разбили, но здесь остался.
стимул то, что я действительно, мне было страшно, когда в Украине еще была милиция, и это были ребята, которые просто... Им ничего нельзя было доказать. Им не то, что доказать нельзя было ничего, с ними даже просто по-человечески поговорить нельзя было. С полицией, с нынешней, я хотя бы могу разговаривать, да, то есть они подъезжают, говорят, а где разрешение? Ты говоришь, ребят, ну, так и так, знаете, разрешения нет. И, ну, вы же сами знаете мэрию, ну, 2 месяца ждать разрешения, чтобы потом за полдня сделать работу. Ну, давайте прохожих остановим, спросим, им нравится или нет. И вспомним, я до этого покажу, что было на этой стене. А стенка просто обоссанная, обрыганная в граффити, ну, просто грязище, да? Вот, давайте просто спросим у любого прохожего. Ну, в Харькове сейчас ситуация поменялась, меня полицейские просто уже стали знать. То есть, если они видят, что я рисую, они подъезжают, выходят, делают со мной селфи и уезжают. Ну, как бы тут уже дошло до идеала просто. В других городах, где меня не так знают, там просто разговариваешь. У меня нету какой-то особого уже адреналина, там, типа, я андеграунд, там, я делаю без разрешения, и, типа, это мое кредо. Не, если честно, мне наплевать на это. Не важно. Мне важно, что я говорю людям, и как они это понимают. И важно еще, чтобы никто не вмешивался, это да. Ну вот я в прошлом году, меня пригласила мэрия Изюма, и я там с помощницей мы сделали там 8 работ за неделю по городу. И это было с разрешения властей. То есть меня пригласили, мне заплатили какой-то лилипутский гонорар, нас поселили, купили материалов и так далее, и всячески помогали. И важнейшее условие было, которое они абсолютно соблюдали, вот прямо как я сказал, так они и сделали, и потому я мог спокойно работать. Они не влазят в содержание. Не то, что они не влазят в содержание, я им даже не показываю, что я делаю. Я просто ставлю их по факту, что по такому-то адресу я уже заканчиваю работу. Человек приезжает, на фотоаппарат снимает, показывает это в горсовете. С утра показывают в горсовете мою новую работу, в Изюмском горсовете. Там начинается кипиш, скандал, какого хрена, зачем. Ну там все делятся на на 2 лагеря, тех, кто категорически за, и тех, кто категорически против. И пока они там ругаются, хорошо это или плохо, я тем временем в это же самое время на соседней улице делаю новую работу. Иногда я сам вкладываюсь в это, иногда кто-то мне помогает с этим. Но в основном сам, чтобы не было просто каких-то предвзятых, там, типа, мы тебе оплатим, а ты нам нарисуй вот это. Или вот этом месте, да. То есть я вообще не люблю таких сценариев. Ну вот в Перу сейчас сделал работу, просто мне дико хотелось оставить работу именно в том месте, где была выставка. И это весь район разрисованный стрит-артом, и очень хотелось там просто что-то оставить. То есть я понимал, что оно не исчезнет. Я рисовал на улице в Париже, и это закрашивается очень быстро. Не говоря уже о том, что ну, там есть проблемы со штрафами. Мне повезло в Париже, потому что когда ко мне подъехала полиция, она увидела, что я делаю, я уже заканчивал работу посреди ночи, уже собралась толпа людей, которая смотрела на это, и полицейские спросили, откуда я. Я сказал, что из Украины. Они спросили, кто дал краску. Ну, понятно, что разрешения никакого нет, потому что я работал ночью. Если бы я днем рисовал, возможно, не заметили бы, а так. И они такие, слушай, это же дорого для тебя покупать самому краску во Франции. Я говорю, ну, это в 10 раз дороже, чем в Украине. И такие, ага. Такие посмотрели на работу, прочитали надпись, дали 30 евро, сели в машину и уехали. И вся эта толпа людей, она слушала этот разговор, все просто аплодировали. Ну и для меня это был просто восторг. Это весной 2013 года было, и я прямо понял, что все, я буду переезжать в эту страну. Ну, то есть это какой-то, ну, это другой мир, это какие-то инопланетяне. Вот, ну да. Ну, потом у нас все поменялось, и я никуда отсюда не хочу уезжать. Дом на Баварии, в нем просто очень вообще сочетание там утеплителя, пластиковых окон,
окон, состоящих вообще из фрагментов других каких-то окон. Окна все немножко разные, на разном уровне, все немножко кривые, косые, и эти опорные конструкции, потому что явно там какая-то часть дома, судя по всему, начала проседать. Я захотел очень сильно оставить этот дом, чтобы он остался таким. У меня были когда-то ставки на Москву, как в принципе у всех художников, потому что когда я там начинал набирать обороты, выставочную деятельность, все просто поголовно грезили Москвой. Типа, вот выставка в Москве, вот это да. Типа, вот к вот этому надо стремиться. И мне как-то на самом деле очень повезло, потому что я очень вот так вот просто попал в галерею Реджина. Ну, для Москвы на тот момент это было, ну, типа, круче не придумаешь вообще Реджина, типа, попасть туда, и мы начали вести переговоры там про мою выставку, они там купили серию там каких-то моих артбуков, и я столкнулся с таким адским пафосом московским, господи. Ну, я понял, что на самом деле для московских галеристов мы все гастарбайтеры, ну, только художники-гастарбайтеры, да, но отношение такое же. Ну вот как я видел отношение к узбекам, которые там просто в вагончике там все вместе пока там ночуют, да, там греясь у буржуйки. Ну и меня это дико бесило в Москве. Ну, а вокруг там какие-то Мерсы, Лексусы и так далее, там, да, и тут ты видишь этих людей в вагончике, которые отапливаются буржуйкой, это посредине Москвы. И ну, как-то, ребят, ну как так можно? Ну как-то, ну это совсем нечеловечно. Я понял, что к художникам примерно такое же отношение. Меня это взбесило, мы разосрались, мы тактично друг друга послали на. И с тех пор я сказал, что я лично больше в Москву ни ногой, мне по***. Ну, и это произошло в 2011 году. По-моему, то ли в 2011, то ли на рубеже 2012 года. То есть я для себя тогда ответил, что я больше ничего не жду от этого места. И все. И мне на самом деле, вот когда начались уже там события и так далее, и ну, у меня не было никакой драмы. Мне не нужно было отсекать какие-то контакты болезненно. Это же это очень страшная штука, когда ты портятся отношения с родственниками, с друзьями, которые там и так далее. Это очень болезненно и хреново. Мне практически терять там было некого. Ну, типа, окей. А Крым я возненавидел еще раньше того. Ну, какой-то просто бесконечный трэш. Плюс я не очень люблю купаться, и как бы, ну, типа, окей, в моей жизни ничего не поменялось. Я знаю людей, для которых это фетиш был, что мы на майские праздники в течение последних 20 лет собираемся с друзьями и едем, а тут они не едут. У меня когда-то был проект, у меня выставка была в 2009 году. Моя персональная выставка в Киеве. Первая персональная выставка, которая называлась «Я опять возвращаюсь к войне». Как-то очень много думал про войну. У меня была серия танков, которые я рисовал на небольших таких фанерках, досточках. И их было там штук 300, наверное, этих танков. И одна из комнат была там большая стенка, и прямо посредине двери я сделал танки, направленные друг напротив друга. Ну, такая просто фронт этих танков. Посредине это дверь, там вход в следующий зал. В 2014 году, когда началась война, главный вопрос был, а что делать? Ну, идти воевать или оставаться в тылу? То есть, с одной стороны, ты как мужчина, ты должен защищать, ну, как бы, ну, вот этот ты должен, вот, но есть другие вещи очевидные. Я понимаю, что если я одену полную амуницию, там, бронежилет, рюкзак, автомат, я же рухну. И слава богу, меня не призывали. Я подумал, что я могу делать. Я понял, что стрит-арт — это самое лучшее, что я могу сделать. Я несколько лет сидел в ожидании, что должны ко мне прийти и сказать, сколько ты хочешь, мы тебе все дадим, а ты делай.
Ну, я действительно испытывал такую иллюзию. А в 2014 году я избавился от этой иллюзии. Я понял, что ко мне, никто не придет, ничего не даст. Б, ждать, собственно, ничего не надо. И В, если ты хочешь что-то менять, ты сам берешь и меняешь. Ты не ждешь ни от кого. Вообще, это банально, по-моему. Ну, и все равно я все-таки произнесу. Ну, то, что у тебя подъезд грязный, в этом не президент виноват. Вот я свой подъезд убираю сам. Ну вот мне не впадло там раз в 2 месяца. Ну, я не люблю, когда люди ходят, как бы. Я просто выбираю такое время, там, в 2-3 ночи, уже никого нету, там, никто не ходит, не шляется, никто мне не мешает. Я просто иду, подметаю просто все этажи, а потом их все мою. Ну, это ж надо с себя начинать. Со своей квартиры, потом подъезд, а потом улицы, город.